Всем привет, меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить пирог с заварным кремом. Пирог очень вкусный, нежный и ароматный, готовится просто и легко. Я приготовлю его с апельсиновым соком, но сок можно брать любой – мандариновый, лимонный, вишневый, клубничный, по вашему вкусу. Данное количество ингредиентов рассчитано на пирог диаметром 19 см, высотой 6 см и весом килограмм 100 граммов. Давайте приготовим. Для приготовления нам понадобится 320 граммов свежевыжатого апельсинового сока. Чтобы выдавить данное количество сока, мне понадобилось 3 апельсина. Сок выдавливаем и процеживаем через сито. Далее тесто готовится очень быстро, поэтому не забудьте заранее включить духовку нагреваться до 180 градусов. К 200 граммам пшеничной муки сразу добавляем 10 граммов разрыхлителя для теста и перемешиваем. В чашу выливаем 3 яйца. Добавляем щепотку соли, 140 граммов сахара и 10 граммов ванильного сахара. Ванильный сахар можно добавлять по вкусу. Перемешиваем до однородного состояния, сахар должен полностью раствориться. Вливаем 70 граммов растительного масла и 70 граммов апельсинового сока. Перемешиваем до однородного состояния. Просеивая в два этапа, добавляем муку с разрыхлителем для теста. Перемешиваем на небольших оборотах миксера до однородного состояния. Долго перемешивать не надо. Соберем тесто со стенок и перемешаем по дну. Вот такое тесто получается. Я выпекаю в разъемной форме диаметром 18 см. Но форму закрываю пергаментной бумагой, бока формы ничем смазывать и закрывать не надо. Выливаем тесто в форму и равномерно разравниваем. Убираем выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут. У меня пирог выпекался 48 минут. Готовность пирога проверяем деревянной палочкой. Прокалываем, если палочка выходит сухой, без остатков мокрого теста, значит пирог готов. Даем пирогу остыть в форме минут 15-20 и освобождаем от формы. Перекладываем на решетку верхней стороной вниз и снимаем пергаментную бумагу. Оставляем пирог остывать до комнатной температуры. Пока пирог выпекается, можно приготовить крем. В кастрюлю вливаем 2 яйца, высыпаем 90 граммов сахара и 40 граммов кукурузного крахмала. Кукурузный крахмал можно заменить пшеничной мукой. Перемешиваем венчиком до однородного состояния. Вливаем 250 граммов апельсинового сока. Перемешиваем до однородного состояния и ставим вариться на плиту. Варим на среднем огне, постоянно помешивая лопаткой. Когда масса начинает сгущаться, меняем лопатку на венчик. Делаем огонь минимальным и постоянно перемешивая, доводим массу до закипания. Когда масса станет густая, как пудинг, снимаем ее с огня. Сразу в заварную основу добавляем 30 граммов сливочного масла и перемешиваем до однородного состояния. Чтобы заварной крем быстрее остыл, я перекладываю его в другую чашу. Накрываем заварной крем пищевой пленкой в контакт и оставляем остывать до комнатной температуры. У остывшего пирога срезаем верхушку. Сначала я делаю ножом контур по краю и потом срезаю верхушку. Этот пирог вкусный сам по себе, из него можно готовить различные торты. Верхушку я измельчаю в блендере. Этой крошкой мы обсыпем бок пирога.
Остывший заварной крем надо хорошо взбить миксером. На максимальных оборотах миксера взобьем заварной крем до однородного мягкого состояния. Обмазываем бок пирога кремом. Если вы любите влажные пироги, то сейчас пирог можно пропитать. Я не пропитываю, мне данный пирог нравится без пропитки. Весь оставшийся крем выкладываем сверху и разравниваем. Бок пирога обсыпаем ранее приготовленной крошкой. Сверху я сделала узор вилочкой. Я называю этот пирог солнечным, он смотрится как солнышко на тарелке. Пирог готов, его можно подавать к столу. Также он очень вкусный и на следующий день. Мне после холодильника он нравится еще больше. Хранить в холодильнике пирог надо в закрытом контейнере. Если вам понравился рецепт, то поделитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.